А люди продолжают наблюдать объекты в небе. Странные события, аномалии и прочее. Чтобы вызвать аномальный объект НЛО, точно такой, как на видео, вам понадобится обычное зеркало. Но вы так не делаете, ни в коем случае. Объекты формируются под ваш тип сознания, а это для земного альянса очень сильно бьет по керосину. 7.7. Я получил данные из Мексики. По моим каналам прошел слух, что прямо сейчас вертолеты гоняют шары НЛО. Это отличные новости, потому что это уже не в первый раз, когда земной альянс летает вместе с датчиками НЛО. У меня есть фрагмент заявления от автора видео. С первых секунд видео он делает правильное движение. Он показал нам вертолеты и сразу же пытается найти шар, который он с товарищем ранее увидели в небе. И в это время, пока вертолеты гоняют другие шары, автор перемещается для лучшей позиции. Он вообще забил кардан на эти все вертолеты. И правильно сделал. В кадр дважды попал пролетающий объект. И, кстати, посмотрите вот прямо сейчас, посмотрите в монитор. Похож ли он на вертолет? Да мне плевать, я знаю, что это шар ЮАП. Фу, пардон, UFO, НЛО, ОВНИ, ЮАП. Как вам удобно? Ну, похож или не похож? Ну, то есть, я не вижу здесь вертолета. Вот скриншоты, я не вижу здесь вертолета. А ведь это не в первый раз. За многие годы наблюдений, которые я слышу, как вертолеты летают за объектами, то есть максимально палят свой керосин впустую. Мне на почту писали, в устной форме все красиво рассказывали, что видели, как вертолетики постоянно гоняют за шариками. И шарики видно очень хорошо. Вот, просто люди не успевают это все заснять. А вообще, это их технологии, и они вместе летают, понимаете? Ну ладно, идем дальше. Рубрика «Снято в небе». Давайте посмотрим заявления людей, которые что-то необычное видели в небе в период с начала июня по этот день публикации видео. В общем, приятного просмотра. 1 июля в Калифорнии пролетал в небе вот такой вот шарик. Другие наблюдатели в этой же Калифорнии фиксировали зависший объект. В штате Флорида заметили то же самое. Вот в Германии человек говорит, что наблюдал около 30 минут объект в небе, который просто висел. Иногда он исчезал, иногда появлялся, но был фиксирован в одном положении, то есть в одной точке. Но все же я хочу вернуться в Калифорнию. 1 июля автор видео увидел в небе необычный объект. И как он говорит: «Я шел по горам, когда услышал очень громкий грохот. Меня закружило, затошнило, и я увидел вращающийся вокруг своей оси сферический объект. Он был какой-то странный, потому что меня вдруг стало как бы тошнить. И внезапно этот объект исчез у меня прямо перед глазами». Но это не все. Он говорит, что когда шарик просто исчез, весь его дискомфорт просто прошел.
Но и это не все. Он упоминает район Синалоа. Там произошло землетрясение. И в этот момент съемки видео, когда он снимал этот шар, было землетрясение, то есть один в один. Также он упоминает, что они радиоактивны и оказывают воздействие на организм человека. Miren amigos, hasta que la grabé, miren. Si escuchan el sonido que emite la esfera. Escuchen, mira. Esa esfera yo la he visto varias veces, pero nunca la había podido grabar. Y la conozco porque abre... В Бельгии румын-автолюбитель заснял в небе так называемый по описанию черный шар. Событие произошло 11 июня. В комментариях его TikTok-аккаунта люди говорят: шарик, сфера Буга, дрон. Ну а что это такое, решать вам. Итак, небольшая бесшумно бело-серая сфера, наблюдаемая с близкого расстояния в Нови-де-Саде. Это у нас Сербия. А что говорит автор видео? А он говорит: этот объект приблизился к жилому зданию. И когда оказался примерно в 3 метрах от него, внезапно набрал высоту и скрылся за этим зданием. Кстати, помните, я не помню уже, когда я писал в Телеграме, но я там точно знаю, что оставлял скриншот, и я говорил, что есть только скриншот шарика. Вот, мол, кто-то в прямом эфире снимал шарик НЛО, но в сети публикуются только скриншоты. Так вот, я нашел эти кадры, попались все-таки, но попросили не упоминать координаты. Все, что сказал автор видео, так то, что у нас здесь на фоне, на пейзаж этот, да, люди катаются на высоте, а неподалеку зависает неизвестный, неопределенный шар, который просто крутится и что-то там мониторит. Житель Канады сидел в своем грузовике, ожидал, когда загрузят прицеп. И вот наблюдает такую вот картину в небе. По описанию то же самое. Бело-серый цвет. Замечен 10 июня. Это у нас было 7:44 утра. В Китае люди тоже наблюдают бело-серые объекты по описанию. И это неудивительно, там сейчас стихии хорошо работают. Далее у нас снова же Калифорния. На этот раз в небе проявляются объекты. Именно проявляются. Очень хорошее видео. В районе Лос-Анджелеса также в небе, вот посмотрите, там что-то есть. Так, друзья, вот мне на почту прислали вот это вот видео, но не указали координаты. Прошу указывать хотя бы просто страну и месяц съемки. Этого будет достаточно. Благодарю. В июне месяце человек сидел на крыше и наблюдал в небо. И как вдруг видит пролетающую мимо цепочку, по его словам. Так, здесь у нас Милуоки, США. Стало очень много пролетать вот таких вот объектов. И не только в США.
О, а вот сейчас у нас аэропорт Толедо в штате Огайо. Здесь у нас заметили фиксированный в плотности объект с ниточкой. Вы просто посмотрите, какая офигенная съемка, какое прекрасное качество видео. Ах да, кстати, объект с ниточкой. Елена Косичук отправила мне недавно видео с Парижа, где она увидела объект с ниточкой. В этих координатах Парижа объект с ниточкой просто так появляться не будет. Да, вот я приблизила. Когда он не светится, он черный, а когда светится... Илюш, а можно как-то изменить качество, чтобы лучше было? Нельзя? Вот все, что у нас есть, а какой-то там ИИ добавить. Блин, жалко. Ну давай хотя бы фото. На фото так это все не... Фото так это все не передаст. Это Париж, 21 июня 2026 год. Оно уже давно там висит, оно чуть-чуть перемещается. Что сейчас, Илюш? Сейчас никак не чуть-чуть. Мне кажется... Сейчас оно сильно перемещается, а долго оно почти стояло на месте. Да. 29 июня, Сан-Паулу, Итакера, Бразилия. Вот у нас зафиксировали такой вот объект. Итак, во многих странах у нас также замечают по 2 объекта, которые находятся рядом. И это не просто так. Они не просто так показывают нам по 2 объекта в определенные даты. Итак, у нас здесь Италия, Васто. Далее у нас Израиль, город Герцли. И есть США. Вот, ну США я уже не буду штаты называть, там в несколько штатов, и они все в пролетающем виде. Вот, а в других странах они более устойчивые. I don't know. No, they're right back there. There's 2 of them right there behind you. Пришельцы и другие виды наблюдений будут уже в других выпусках. А в целом активность в небе, она продолжается. Я лишь зафиксировал некоторые из них. До скорых наблюдений.